Мы знаем, что она была деревянная, мы знаем, что дерево, она была сделана из дуба, и вот бревна эти дубовые возили к нам в дело из-под венев. А они минимум 30 сантиметров, машин не было, телеги тоже не выдержат, их в основном тащили в Волгу. И чтобы облегчить, чтобы легче бревно было, его уже обрабатывали на месте, делали кусок сруба, вот. И приблизительно вот так вот выглядела наша крепость. Это вот вход в башню, видите, такой пандус сделал. Башня — это отдельное как бы оборонное сооружение. А стена состояла из отдельных срубов. Точили иногда вот так вот, чтобы здесь были кладовые, иногда просто. И видите, вот здесь вот бойница, вот верхний покрытый тесом боевой ход, так называемый. Здесь тоже. А вот эта вот башня, там сидел наблюдатель. Эти башни, как правило, назывались сторожевые, сполошные. Сполох — это что такое по-старому русски? Никто не знает. Это тревога. Приготовиться к бою. Дальше. Видите, вот перевязаны тут бревнами. Лестница специально сделана. У нас стена наружная, фасадная, была сделана из трех рядов бревен. Вот здесь вот показано, как выглядело из двух рядов. Для чего? Для того, чтобы с первого раза не пробили. И видите, вот в башне отдельно бойница сделана. Каждая бойница называлась по определенному. Бойница подошвенного боя, нижние самые, среднего боя и верхнего боя. Если вы видите, то башня, верхняя часть башни немножко вынесена вперед. Для чего? Для того, чтобы там были сделаны специальные сливы, и если кто-то атакует, их сверху поливали кипятком, смолой, то есть создавали все условия для нормального штурма башни. Если вдруг проламывали, захватывали стены, башни, все двери закрывались, и она представляла собой самостоятельную оборонную единицу. Башни по стене делались на ширину выстрела. То есть от башни до башни оружие при стрельбе должно перекрывать всю эту стену, для того, чтобы поражать противника и помочь отразить штурм соседних. Дальше. Вот со стороны это выглядело приблизительно так. Это вот шестигранная башня. В Деделове она тоже была шестигранная башня, называлась башня на вспоре. Кто из вас был с нами на панихиде? Был кто на панихиде? У нас сохранилась могила 1552 года. И мы периодически там делаем панихиду. Ребята с вашего центра тоже приходят, участвуют в этом мероприятии. Но, видите, внизу камни наложены для того, чтобы бревно не лежало на земле. То есть своего рода такой фундамент. И таким вот образом была построена крепость Деделов, Деделовский Крым, который просуществовал с 1554 года до конца 18 века. Да, до конца 18 века. Уже при Павле I он был снесен, потому что как потерял, обветшал, потерял оборонное значение и стал в глубоком тылу. Последний раз наши крепости в Тульской области, не один такой был деревянный Крым, у нас их было несколько, ремонтировались перед Полтавской битвой. Кто помнит, как она была? Какой царь там хотя бы командовал? Петр I командовал. Битва была со шведами, но шведы думали, что шведы повернут в центр России, поэтому мы готовились к обороне. Вот, допустим, в Москве кто был? Так вот это вот, где манеж, где вот это вот фонтаны, там прочее. Вот здесь вот был насыпан высотой с Кремль вал земляной, на котором стояли пушки, для того, чтобы приготовиться к отражению шведов Карла XII. Полтавские битвы мы их успешно разбили. Вот. И опасность у нас уже
приблизиться к Москве, была ликвидировалась. А со строительством Петербурга, то и вообще. Поэтому как бы они не нужны были, тогда не заботились о сохранении какого-то культурного наследия, как сейчас вот охрана памятников, там туда-сюда, то во главе всего стоял чистая рациональность. Денег было немного, и поэтому его снесли. Но земляные укрепления нашего Дедилова, они остались до сих пор. И это один из немногих, ну, единиц у нас, пару комплексов таких, пограничный оборонный комплекс. У нас 150 лет здесь стоял передовой пограничный полк, несмотря на то, что мы уже практически до Кавказа дошли. А здесь все равно он стоял. На всякий случай, если вдруг будет прорыв, это был последний заслон по пути к Москве. Дальше. Вот так вот выглядела приблизительно башня с воротами. Ворота — это очень опасное место, может враг проникнуть в крепость, вот, или захватить ее. Поэтому они должны быть хорошо укреплены. И поэтому здесь, видите, воротные башни, тоже на них сделана сторожевая башенка. Вот. И там же, рядом с сторожевой башенкой, был еще набатный колокол. В случае чего начинали звонить, все понимали, что нужно готовиться к обороне. Ну, повторюсь, на прошлом занятии, я смотрю, практически никого не было. Но повторюсь, что у нас, значит, крепость была посещение, пустая. Там внутри был караул небольшой, администрация управления, воевода с воеводской своими делами. Вот. И куча сарайчиков. За каждой семьей был закреплено определенный участок, на котором он обязан был построить сарайчик. Для чего? Для того, чтобы в случае осады туда мы могли дети, женщины, старики, спрятаться, какой-то там это самый инвентарь, вот, что-то такое. И переждать осаду. На каждую стену был определенный список людей. Не просто там, кто захотел, побежал. Нет, все было отрегулировано. В первую очередь стояли пушки, при них были пушкари, стояли затинные пищали, ну, крупнокалиберные. Вот. При них были затинщики и стрельцы со своими ружьями. Но кроме них еще были приписаны не военнообязанные люди, которые тоже участвовали в обороне крепости. Чем они оборонялись? Как написано в летописи, кольем каменьями. То есть внизу были сложены запасы камней, при необходимости это все поднималось на стену и при атаке бросали в атакующих. Но была еще одна сила, кроме стрельцов, пушкарей, затинщиков. Это у нас 2 казачьи сотни здесь стояли. Луговая и Дергилева. Задача их была не подпустить врага к крепости. То есть они принимали бой на подступах крепости и не допускали врага к крепости. Их, конечно, погибало всегда больше всех, потому что они были наименее защищены. И вот у нас сохранилась вся структура того периода, сегодняшнего Дедилова. Вот когда спускаемся вниз к Широне от Киевской едем, с левой стороны церковь, с которой сделали гараж. Видели, да? Это Михаил Архангел. Церковь Михаила Архангела. По библейскому сюжету Михаил Архангел с огненным мечом охраняет вход в рай. Почему здесь сделали эту церковь? А как бы он охраняет вход в землю русских? Потому что река Шибра определенный период была пограничной. И вот на этой стороне, уже как дикое поле за границей, была размещена слобода вновь приборных казаков. Они первыми принимали на себя удар, потому что вся вот эта вот голодьба степовая, все татары, все там это самые черкасы, шли как раз со стороны завода металлоконструкции. Ну, Киреевска тогда еще не было, это была выселки Луговой казачьей сотни. Вот. Здесь небольшой был населенный пункт. Почему? Потому что здесь начали добывать руду.
Вы что-нибудь про это знаете? Про добычу руды? А? Нет? Так улица Чехова, это карьер рудный. Вот еще недавно, буквально, его после войны начали только. Еще и после войны некоторое время добывали здесь руду. А в 16 веке, 16 век это какой год? 1500, правильно. В 16 веке, когда вот здесь вот, возобновили, это мы знаем, что наш Дедославль, это 1146 год. Вот. Ну, когда пришли татары-монголы, все города снесли, поставили, в конце концов, вернее, и захватили наши земли до реки Ага. То есть вот это все была Золотая Орда. Долгое время. Ну, потом, после стояния Нового Рига, 1448 год, вот, Василий Иванович, вернее, этот самый, Иван III предпринял бросок на юг. И таким образом были сделаны засеки. В тот же период, это конец 1480 год, то есть в 1520 году был построен уже Тульский каменный Кремль. То есть вот эти территории мы начали потихонечку возвращать. А в 1552 году, вот про битву, о которой мы говорили, перед битвой, знаете, что было? За 2 дня, 3 дня? Нет? Была осада Тулы войсками Девлет-Гирей, крымского хана. Он, значит, решил нанести отвлекающий удар, чтобы отвлечь Ивана Грозного от похода на Казань. Все войска были собраны под Коломной. Здесь практически ничего у нас, никаких солдат не было, были старые, увечные воины, женщины, дети, ну, торговые люди какие. И вот они 1,5 суток отбивали 30 тысяч крымских татар и янычар. Ну, что такие янычары, кто знает? Знаешь, Орел? Янычары — это турецкая гвардия. То есть крымские татары это были подданными Турции. И вот когда стоял вопрос штурма города какого-то, то в их войсках были янычары. Это обученные такие люди. Вот. Они, как правило, были с огнестрельным оружием. Крымские татары там много стрелок. Вот. А янычары нет, у них было уже огнестрельное оружие, пушки и прочее. И вот когда в 1,5 суток долбили Тульский Кремль со стороны Садового переулка, Никитскую башню, проломили ворота, сломали стену, но наши туляки отбились. Тут, может быть, такие вот девчата, как вы. А это не просто там люди со стороны, это наши с вами родственники. Дальше. Мы почему-то вот учим историю, только первых лиц вспоминаем там события, вот тот, этот воевода сюда, тот воевода сюда. А это же будет не просто там это самое, со стороны, вот наши, да, люди. И то, что они сделали, то, что они добыли таких трудов, в общем-то, нам с вами приумножать, не только сохранять, но и приумножать надо. Вот. И вот здесь у нас Дедилов наш держал степь с 54 года. Ни разу врагами он захвачен не был. Но вот после того, как татары снесли его, вот, Дедославль, я имею в виду, извините, я немного прыгаю, вот, подошло подкрепление к Туле, погнали крымских татар от Тулы, и здесь их догнали, они очень быстро отступали, и вот так здесь догнали на реке Шивры. Вот где мост, где мы переезжаем через речку, сам раньше моста не было. И уже часть переправилась, часть еще оставалась на том берегу, подскакали наши кавалерия и начала их громить. Освободили пленных в первую очередь. И битва продолжалась очень долго. Почему? Потому что когда начали громить ту часть, которая на этой стороне, начали возвращаться те, которые уже успели переправиться, и им досталось. А потом возвращались отряды, которые отъехали оттуда. И вот здесь вот постоянно было это самое. И вот погибших в той битве похоронили в высоком холму. Несмотря на то, что там был Дедиловский Кремль, вот этот холм до сих пор называется Покровка. Кто слышал такое название? А почему так называется?
Нет, Покровка – это над братской могилой Иван Грозный, царь наш, Иван IV, Иван Грозный, поставил на свои деньги церковь Покрова Пресвятые Богородицы. И вот с того момента этот холм начал называться Покровка. Церковь снесли в конце 18 века, так же, как и Едиловский Крым. Но название осталось. Могила тоже как бы она обезличенная была. В 1953 году малограмотный наш бульдозерист какой-то решил богатым зарастать. Вот. Говорили, курган, ну и эту братскую могилу бульдозером разрезали. Кстати, мы ее до сих пор так и не восстановили, эту могилу. Но мы поставили там крест и периодически делаем там, поминаем наших погибших воинов за нашу свободу. Вот. Представители казачества приезжают, в общем-то, уже и местные. Сначала мы только вот представители казачества, потом ребята с центра приезжают и уже из Киреевского приходят местное население. Таким образом возвращается память. Но Иван Грозный на свои деньги поставил у нас две церкви, которые в Москве, Иван Грозный, царь всей России, в нашем Едилове поставил две церкви на свои деньги. Про вторую церковь кто знает? Нет. Это Пятницкая церковь, вот эта красавица, в которую вы проезжаете, ну, конечно, она была деревянная. Вот приблизительно такая или наподобие. А может поменьше там это сам, но она была деревянная. Эта церковь была построена в конце 19 века, то есть уже через приличное количество времени, которое поставил после того, как Иван Грозный. Почему он здесь поставил Иван Грозный на этом месте церковь? У кого какие? Есть мысли? Да ладно. Если он поставил церковь над могилой павших, то вторую церковь где он должен был поставить? Зачем? Почему? Да на месте Гитлера, ну ты чё? То есть вот здесь у нас и все происходило. Недалеко, что называется. И вот началось второе рождение. Вот, ну у нас, как правило, ресурсов не хватало, оружия тоже. А тут нашли руду. Вот здесь. И казаки начали сами по себе делать оружие. То есть плавить железо в примитивных домницах, одноразовых, так называемых, мешали древесный уголь с раздробленной рудой. Вот. А вы знаете, как кувалда раньше назывался? Балда. Вот так. Так и говорили, что болдами разбивали это самое. Руду крошили, перемешивали с углем, одноразовая глиняная домница, засыпалась, поджигалась. И когда все прогорало, и чтобы это лучше горело, нагнетался воздух, меха такие, как насос. Только примитивно. Вот. Понял? А? Ну давай дальше расскажу. И вот этот слиток рыхлого железа, который оставался, назывался крица. Ее рубили на полосы. И вот чтобы ножичек сделать, который что-нибудь резал железо, вот эту полосочку нужно было нагреть, проковать 7 раз. А? Вот. А для того, чтобы сделать огнестрельное оружие, эту полосочку нужно было нагреть и проковать до 20 раз. Вот такой был трудоемкий процесс. Ну, делали. Но здесь было наращивать производство невозможно. Каждый год сюда приходили ребята за зипунами получить по шее. Вот. Набили каждый год. И поэтому производство ограничилось. И наши вот едиловские кузнецы-самопальщики, почему так называют? Самопальщики. Есть какие-то варианты? Ну, у тебя должны быть варианты. Что такое самопал? Не знаю. Молодежь пошла, а то я самопал не знаю. Ну, поджигной, самопал. Что это? Ну, а голова на что? А книги на что? Это, в общем-то,
Примитивное огнестрельное оружие, самопал. То есть труба, туда насыпался порох, внизу забивалась пуля, внизу пробивалась дырка, подсыпался порох, поджигали фитилем сначала, потом уже начали более делать более сложные замки для выстрела. Производился выстрел. И вот у нас уже делали ребята такие вот самопалы. И в 1595 году, то есть прошло 40 лет с момента, как тут вот поставили Дедилова. И за 40 лет ребята местные, наши с вами предки, научились делать огнестрельное оружие. Они написали письмо тогдашнему царю Федору Иоанновичу, сыну Ивана Грозного. Батюшка, мы готовы обеспечивать русскую армию оружием, но возможности развиваться нет. Никто не знает, что он сделал? Нет. Он повелел перенести оружейный промысел из Дедилова куда? В Тулу. Сделали за рекой Бой кузнечную слободу, то есть Заречье начиналось практически Дедилов. И 30 семей, заметьте, детвора. Представляете? 30 семей было переселено отсюда в Тулу, и тем самым начался оружейный промысел в Туле. То есть это опять мы. А? Это опять мы. Опять все отсюда, да. Поэтому говорят, дедиловцы живут везде. Но руду возили отсюда, пока не появилась при Петре Первом, вот считайте, весь 17 век и начало 18 больше 100 лет, все оружие в России делалось из руды, которая, в основном из руды, которая добывалась в Дедилове. Болотная руда, так называемая. Вот. Но после того, как появилась горная руда, которая и более прогрессивные методы добычи металла, наша руда пошла на второй план. Но все равно ее добывали и привозили. Вот, собственно, Киреевск своим появлением обязан именно добычей руды. Это был рабочий поселок перед войной. Рудоуправление здесь появилось, проложили железную дорогу, которую сейчас снесли. И вот отсюда возили руду на Тульский металлургический комбинат. К тому моменту, это вообще Тула, это единственный город, где в черте города есть 2 металлургических комбината. Вот. Вот. Потом, значит, касаясь оружейного промысла, все знают Демидова, да? Поехал там на Урал. Но кроме Демидова поехали еще 2 брата, и при ним еще был сын Масоловы. Слышали такую фамилию? Слышно. А? Слышно. Полно. Да. Это выходцы из нашего Дедилова, они тоже организовывали заводы. Самый крупный завод и до сих пор действующий, который они организовали, это Златоустовский. Вот я единственный мужчина. Да. Чем знаменит Златоустовский завод? А ты посмотри. Там кристаль, холодное оружие, которое как бы не тупилось, которое не ломалось, которое, в общем-то, было самым лучшим. И вот там создали рецепт. До сих пор они выпускают как бы холодное оружие, но это оружейный завод. И с самого начала он выпускал оружие. Вот. Ну, опять повторюсь, вот такие вот строения делались без единого гвоздя. Какой будет вариант, почему гвоздей применяли при строительстве? Полный. Железо было? Дорогой. Не подсказывай. Чтобы один гвоздь выковать, прикинь, сколько нужно сжечь, и это сам, если ножичек 7 раз, ну нож нам нужнее, да, чем гвоздь. И вот старались обходиться без них. Видите? Бабло, все это самое, сруб такой сделан, проще. Делали на деревянных шипах. И все, ну, конечно, эти строения больше 100 лет, они, как правило, не стоят. Потому что осадки,
потихонечку все разваливалось. Но была целая технология, как заменять венцы сгнившие, там прочее. То есть у нас все это было отработано. А? Из того же дерева делали игрушки. Кто тебе сказал? Нам рассказывали. Ну, это вам... Товарищи. Это вас ввели в заблуждение. Значит, у нас постоянно дома горели. Москва иногда выгорала полностью. Москва, да? Дедилов выгорал полностью. Вот. Но у нас здесь были проблемы из-за того, что везти далеко. Поэтому не сразу восстанавливался. За полдня ставили зуб. Ну, готовый, при условии готовый срок. То есть, вот в лесу, для домов, знаешь, когда деревья рубили? Зимой. Они не пропитаны соком, они меньше гниют, они более сухая древесина. Вот срубали, собирали дом, все вырубали, подгоняли, пронумеровывали, разбирали и везли в город срубный. И были специальные площадки. Вот в Москве есть такая трубная площадь, вот там, это недалеко от памятника Пушкина, вот, там готовые срубы постоянно стояли. Сгорел дом, ну что делать? Скинулись, купили, за полдня поставили, фундамент остался. Раз собрали, все это. У нас насчет строительства было все очень быстро и четко. Особенно деревянное. Потом началось, чтобы сохранить свое имущество, ведь сгорал не только стены, сгорало все, что внутри, а жалко своим трудом и по силе забытое. Вот. И поэтому перешли к каменному строительству, потому что оно как бы давало уже более. Ну, сохраняет, если даже вокруг все горит, дом не всегда загорался. Там были ставни металлические, то есть, ну, кровля была, ну и противопожарные меры. Вот, допустим, летом в городах было запрещено топить печи. Даже для приготовления пищи. Вот так. А если кто затапливал, сажали в тюрьму. Зимой, пожалуйста. Так вот, пищу готовили или за огородом, там, где нет домов, делали площадочку или летнюю кухню, так называемую, или же за городом, за границей города. Вот был специальный пустырь, на котором стояли кузницы, и на котором были вот эти места для приготовления пищи. Потому что потушить пожар по тем временам было практически невозможно. Все деревянные. Только начало гореть все. Вот в 1834 году Тула почти выгорела полностью. Там было 3 катастрофических пожара за один год. Вот. Ну, возвращаясь к нашему Дедилову. Как мы уже говорили, пришли татары, монголы. Когда они пришли? В каком году? Нет где-то вот этого. Я говорил, в 1238 году, 13 веке. В 1238 году пришли. Мысли потеряли, что хотел сказать тут. Спичками играть-то можно, но зажигать их не надо. Ну ладно. Значит, мы кусочек освободили, и вот эти вот города, старые наши, которые мы считаем старые, Воронеж, Курск, Елец, почему-то его называли всем ворам отец. Они были все снесены татарами. И те поселения, которые на территории Золотой Орды,
они не имели права иметь никаких оборонительных сооружений. То есть в чистом поле селились люди всего. Вот такое поселение, кстати, обнаружено у нас того периода. Это недалеко, вернее, недалеко от дороги на 16-ю шахту. Ну, то есть Дедиловские выселки и там. А здесь, ближе к реке Олень, Дедиловских выселок, был сторожевой курган. Люди все равно переживали. Насыпали бугор, вот, на котором сидели люди и смотрели на тот берег реки Олень. Потому что все шли по тому берегу. Непонятно. Там, со стороны завода металлоконструкций. И в случае чего предупреждали, чтобы люди успели изготовиться каким-то образом к обороне, позвать помощь и прочее, прочее. Ну, построили Тулу, построили Дедилов кусочек еще, а дальше началось все уже гораздо быстрее. Была построена Чернь, на территории Дедиловского уезда был построен город Ефремов, вот, а вместе с ним рядом построили Медведянь, Донков, и пошло дальнейшее продвижение на юг. Белгород, там прочее, прочее. Ну, построили новый город. Это только стены, а в нем кто-то жить должен, оборонять. Одними ребятами не обойдешься. Вот. У мужчин должна быть семья. И вот потихонечку так продвигались на юг. Но неопытных людей не поставишь в новый город. Нужны опытные люди. И вот отсюда от нас брали в первую очередь казаков. Почему? Потому что они, ну и стрельцов тоже забрали, сразу забрали. Потому что они вели отсюда, вот, уезжали на 120 километров. У нас были так называемые сторожи. Для того, чтобы ранние предупреждения о нападении посылались разъезды, раньше назывались станицами. За 130 километров. Ну, это Ефремов и дальше. Вот туда ребята уезжали, 3 месяца они там несли службу. Вот. Наиболее ответственные казаки получали дворянский титул сторожевой казак, и он был командиром небольшой крепости. А между этими крепостями небольшими, где был небольшой гарнизон, курсировали постоянно станицы. И причем очень жестко подход был. Если ты не уходил с маршрута, не выполнял это самое, старшего казнили без разговора. Потому что это было очень серьезно, могли напасть без ведома, никто не знал, и это приводило к большим жертвам. Ну а дальше, шаг за шагом, жители Дедилова переселялись туда, на юг. Опять же, когда готовилась вторая экспедиция в Сибирь, Ермака когда убили, там никого не осталось. И уже Федор Иоаннович, сын Ивана Грозного, готовил вторую экспедицию в Сибирь, когда они уже пошли туда основательно, и наши фамилии Дедиловские по всей Сибири, включая Камчатку. Вот, допустим, Беринг, знаете, кто такой был? Витус Беринг. Кто знает, кто такой Витус Беринг? Берингов пролив. А? Ну, исследователи флотские. И они, значит, это самое, приехали когда на Камчатку, проводник у него был известный Казашков. Фомарик Федор. Ко мне вопросы есть какие? А? Ну, то есть, он считался местным казаком, хотя Литвехин это наша дедовская фамилия, и ее получили здесь, в 16 веке. Фамилия у нас вообще 1552 года, как построили Дедилов, как и по указу Ивана Грозного, у наших жителей появилась неизменяемая часть в его названии, фамилия называется. А до этого имя отца было фамилия сына. Это у нас сохранилось как отчество. Устал? Да. Я хотел сегодня вообще вот так вот, просто смотрю, первый раз. А? Да может еще запишешь. Да? Рука устала. Рука бойцов колоть устала, да?
пролетает гора кровавых. Откуда это? Что за стихотворение? Родила. О, правильно. А? Это же по нашу военную историю. Я сегодня хотел поговорить вообще, знаете, о чем? Вот у нас, в наших краях, были определенные традиции, которые столетиями у нас были, но сейчас они выветрились. Вот, допустим, у нас каждое событие отмечалось определенными ритуалами. Вот. И вот, допустим, некоторые атрибуты сопровождали человека с рождения до смерти. Никто не знает, что это за атрибут такой, который родился человек, вот, маленький вырос там на определенных этапах, тоже фигурирует, и в конце концов умирает, и этим вот атрибутом тоже сопровождает. Крест нательный. Что? Крест нательный. Нет. Родился человек, его принимают на расшитый рушник, на полотенце, на котором вышито, знаете, что такое это полотенце? Это магические символы, которые охраняют человека. Принимают на полотенце. Женятся, молодоженов связывали, как бы полотенце, чтобы было накрепко. Божница в красном углу была всегда полотенцем расшитым сделана. И когда человек умирал, в гроб всегда опускали в могилу тоже на полотенце. И в божнице до принятия христианства, вот эту полочку, которая в красном углу, там не было икон. Там были фигурки предков. Вообще у нас как бы самые главные наши защитники, мы считаем всю жизнь, это наши предки. И вот это вот здесь формула во имя Отца, Сына и Святого Духа. Видите, начинается с Отца, с предков. Вот. Дальше. Сын – это мы, живущие на земле. Святой Дух – это уже божественное управление. И он, кстати, на последнем месте. Вот. И у нас целый день недели посвящен нашим предкам, когда мы их вспоминаем, поминаем и прочее, прочее. Это какой день недели? Суббота. Детвора? Нет, пятница по-другому. Там тоже есть свой покровитель, но это другое. Воскресенье – это первый день недели, на всякий случай. Понедельник. Нет. Суббота. И есть такое понятие, до сих пор у нас сохранилось, родительская суббота. То есть в этот день мы поминаем наших предков. И суббота заканчивалась неделей. А воскресенье, про которое вы говорили, покровитель у него был дневной свет, солнце. А понедельник, луна, темнота, то есть белобог, чернобог, свет, ночь, день, ночь. Это все были у нас равнозначные понятия. Каждый нес свою необходимую нагрузку. Ну, во вторник это уже силы природы, среда – это человеческая соображалка, все ее мудрые. Четверг. Я уже говорил, но у вас не было. В четверг у нас всегда начинался Новый год. А Новый год, новогодние праздники у нас были всегда в день весеннего равноденствия. И до сих пор у нас сохранились как бы новогодние праздники, но мы просто не знали, забыли, что это новогодние праздники. Это Масленица. И вот в субботу, в конце Масленицы, сжигают соломенное чучело. Почему? У кого вариант есть? Почему чучело сжигают? Может, чтобы все плохое ушло. Правильно. Очиститься от всего плохого, что было в уходящем году. Последний день уходящего года. А первый день наступающего года, как мы говорили, у нас неделя начиналась с недели с воскресенья. Что мы делаем? Прощенное воскресенье. Не работает. Да нет, Просим прощения. прощение, чтобы в новом году у нас мы шли безо всяких этих старых хвостов
Вот. Чтобы на нас никто не обижался, чтобы мы никого обижались. Вот. То есть гасили всю отрицательную энергию. А потом в четверг добывали огонь. Вот, ну, вы услышите такое, если кто не слышал, Великий четверг, чистый четверг, это просто был первый день Нового года. И четверг – это покровительство мужчины, мужской начало. Ну. А пятница – это женское начало. Раскел пятницы, это оттуда вывелось. Ну, надеюсь, что что-то после сегодняшнего занятия останется. И через 3 недели спасибо. Через 2 недели, да. Через 2 недели приходите к нам еще на занятия. Да. Спасибо.